Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Как только похолодало, мне сразу захотелось вкусных, сочных пельменей. Сегодня поделюсь своими шашлычными пельмешками. Я их так называю. Будет интересный рецепт теста 4 стакана. Ну и, конечно же, начинка от меня. Для своих пельменей я люблю фарш немножко подмариновать. Если никогда не экспериментировали с этим, попробуйте. Я уверена, понравится. Вкус просто отменный. Фарш всегда делаю заранее. Мясорубка, мясо. У меня сегодня вот такие вот кусочки телятины, сало и, конечно же, луковица. Миска. Здесь, хозяюшки, ничего нового. Нужно просто это все перекрутить. Добавляю чайную ложечку чесночной соли. Можно просто зубчик чеснока и соль. Конечно же, черный молотый перчик. Добавлю немножко куркумы. Я ее, друзья, сейчас везде добавляю. Сюда же чайную ложечку сладкой паприки. И сюда же 2 столовые ложки натертых помидоров. Свежие. Просто взяла и натерла на терке. Немного холодной воды. Миллилитров 50-70. Ну и все. Осталось это все хорошо перемешать. Просто хорошо берем и перемешиваем. На первый взгляд он может показаться жидковат. Спокойствие. Сейчас через пару минут он будет такой, как нужен. Накрываю пленкой. И убираю на ночь в холодильник. Есть место? Есть. У Ани здесь мыша повесилась. Все, до утра. Понадобится стакан или чашка. Объем не имеет значения. Значение имеют пропорции. То есть 250, 200 мл, 300 – это не важно. Главное все отмерять одной тарой. Поехали! Берем миску, сито и просеиваем 3 стакана муки. Второй и третий. Ну ладно, вот так вот сделаем. Сколько мусора. Делаю небольшое углубление и отставляю в сторонку. Тот же стакан. Разбиваю сюда одно яйцо. У меня прямо из холодильника. Не имеет значения. Сюда пол чайной ложечки соли. 2 столовые ложки растительного масла. И немножко взбалтываю вилочкой. Добавляю обычную воду комнатной температуры до полного стакана. А вот так. Снова немножко размешаю. Все. Возвращаем муку. Где тут наше углубление? Выливаем жидкость и начинаем замешивать тесто. Я это сначала делаю с помощью вилки. А затем перехожу на руки. Поначалу будет казаться, что жидкости мало на это количество муки. И все же терпение и усилия. И все получится. Все. Вот такой кецик получился. Нужно его еще немножко подмешать на столе. Все, друзья, вот такой вот комочек у меня получился. Он как бы рвется. Так и должно быть. Не липнет ни к рукам, ни к столу. Беру пакет и выкладываю тесто. Оставляю на столе минут на 30-40. Это важно, хозяюшки. А затем продолжим. Все, друзья мои, достаем фарш из холодильника. Прошло 30 минут. А фаршик мой провел целые сутки. Оп, тесто. Сейчас покажу, какое тесто стало через 30 минут. Вот. Мягкое, эластичное, как пластилин. Можно начинать лепить. Еще его немножечко подмешаю. И начнем. Хочу же показать фарш. Вчера он был жидким, а сегодня посмотрите какой. Ой, а как же он вкусно пахнет. Знаете, чем пахнет? Шашлыком. Так и назовем эти пельмешки шашлычные.
начинаем лепить. Подготовила доску. Припылила немножко мукой. Тесто. Отрезаем кусочек. Это назад в пакет, чтобы не заветривалось. Ну и что? Ай, друзья, уберу я эту доску и начинаем. Сейчас покажу, какое это классное тесто. Не понадобится больше муки, ничего. Раскатываю в колбаску. Нарезаю. И раскатываю. Для этого теста больше не надо муки. Оно прекрасно катается. И все отлично. Посмотрите. Все очень быстро и просто. Да, кружки у меня получаются не ахти. Ну, кто со мной давно знает, что у меня с этим не камильфо. Благо, что это тесто. Оно и так прекрасно слепится. Все. Кусочек фарша. Побольше. Я люблю мясные пельмени. И слепляем. С одной стороны и с другой. Хорошо-хорошо защипываю краешки, потому что у меня в фарше достаточное количество воды было, и пельмени получатся с бульоном. Вот такая крошка. Класс! Все, друзья. Буду наслаждаться лепкой. Помощников моих нету, поразъезжались все. Но ничего, справимся. Роднее будем. Ой, прекрасно. Я к концу процесса научилась круги раскатывать. В комментариях часто задаете вопрос, есть ли у меня кулинарное образование. Нету, друзья. У меня никакого поварского образования. Готовить меня научила моя бабушка. Так сложилась жизнь, что практически все каникулы, все выходные я была у нее. И она меня учила готовить. Всему научила. Спросите вы, почему не мама? Да потому что родители, как в советские времена, нужно было работать, много работать, чтобы квартиру получить, чтобы квартиру все купить, обставить, чтобы нас одеть, обуть. Некогда им было. В принципе, как и мне, моего Никиту. Некогда было воспитывать, чему-то учить. Все хотелось больше заработать, больше ему дать, чтобы было больше, чем у меня в детстве. Это сейчас я уже понимаю, что нашим детям не нужны эти цацки, игрушки. Им нужны родители, которые рядом, которые поддерживают, учат чему-то. Ну, уже как есть, так есть. Слава Богу, мальчик вырос адекватный, нормальный, к чему-то стремится. Да и папа у нас, слава Богу, к этому руку приложил. Так что, друзья, вот так вот. Первая партия готова, друзья. Заброшу в морозилку. Скоро гости приедут. Будет угощение. Кастрюлю на огонь. Соль. Немного лаврового листа. И несколько горошин душистого перца. Накрываю крышкой. Пусть закипает, а я за это время сделаю себе партию. О, у меня уже и вода закипела. Оп. Раскручиваю хорошо воду. Какие ароматы там. И выкладываю пельмешки. Снова перемешиваю. И варим обычным, привычным нам способом. А я продолжу. Пельмешки проварились 5 минут. Посмотрите, какие они красивые. Они остались все целые, все классные. Ой, что это я такая шумная сегодня? Достаю в тарелочку. Сейчас, друзья, буду хвастаться. Опа. Подкидываем, чтобы все окунулись в масле. Ой, как же это пахнет. Все, друзья, пробуем. Тарелка, конечно же, сметанка. Хочу же вам похвастаться, какие они получились.
Сейчас разрежу один. Класс. Посмотрите, какие сочные. Сочные, сочные. Пробую. Друзья, и сметаны не нужно. Попробуйте хотя бы разочек замариновать фарш. Это очень вкусно. Смотрите, даже рукой вот так. Оп. Видно? Остановите меня. Я уверена, одной порции сегодня не обойдется. Ставьте лайки, друзья. Пишите свои рецепты, будем готовить вместе. А я вас благодарю за внимание, за поддержку, за терпение. Я сегодня вот такой вот оператор. До скорых встреч. А я буду наслаждаться. Прям с миски. Ой, мальчики мои любимые, завидуйте мне. Мать такую вкусноту ест. Люблю и скучаю за вами. Ну ничего, все будет хорошо. Вместе мы справимся, и вместе мы сила. Все.